Добрый день. Меня зовут Евгений Телуха. Я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 2 мая, идет 69-й день войны. Мы находимся в городе Харькове. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что вы считаете нужным. Здравствуйте, меня зовут Антон. Я житель города Харькова. До войны занимался преподавательской деятельностью и занимался графическим дизайном. Где вы родились и сколько вы уже живете в городе Харькове? Родился я непосредственно в самом городе. В Харькове проживаю 26,5 лет. Детство мое полностью здесь прошло. Родители мои познакомились, когда учились в университете, потом поженились, им выдали комнату в общежитии. Ну, соответственно, там мы и жили. Потом, получается, им предоставили уже жилье в общежитии для преподавателей, и там я жил, начиная с 6 лет, в районе Павлова поля. Протекало мое детство, если можно так сказать. Учился там в школе, потом поступил в автотранспортный техникум, который не закончил, потому что понял, что это немножко не мой профиль. И поступил в Харьковский университет имени Каразина. А на каком языке в повседневной жизни вы разговариваете? Разговаривает ваша семья? Какие смотрите телевизионные программы, на каком языке? И какую литературу читаете? Ну, как правило, в быту при разговорной речи мы общаемся на русском языке, поскольку я и мои родители на данный момент преподаватели. Соответственно, всю свою преподавательскую деятельность мы ведем и все втроем исключительно на украинском языке. При общении для меня язык в принципе роли не играет. Если человек украиноязычный, я тоже перехожу на украинский язык. Если русскоязычный, продолжаю общаться на русском. Фильмы предпочитаю смотреть все-таки в украинском дубляже, потому что, как показывает практика, его качество на порядок выше, и локализация намного лучше. Лучше передаются эмоции, смысл и суть. Ну, видео, опять же, на каком языке видео в оригинале, если брать YouTube. На таком и смотрю, у меня нет особых предпочтений. Если видео интересно, я его смотрю в том языке, на котором оно выложено. Ну, книги на данный момент практически не читаю, разве что какую-то узконаправленную литературу, ну, соответственно, на том языке, на котором необходимо. На том языке, на котором такая литература издается. А есть ли у вас уже своя семья? Жена, дети? На данный момент я живу с родителями своей семьи. У меня пока что нет. Подскажите, как для вас прошел 2021 год? 2021 год для меня прошел замечательно. Я окончил курсы графического дизайна, получил сертификат, подтверждающий мою квалификацию в определенной мере. Нашел дополнительную работу в городе Дергачи в редакции. И летом попутешествовал по Украине, был на нескольких археологических раскопках.
Год прошел замечательно. Больше позитивно, нежели негативно. Естественно, всю ситуацию усложняла проблема коронавируса. Ну, к счастью, она была не настолько критичной, чтобы как-то препятствовать обычной жизнедеятельности. То есть были какие-то ограничения, но не критичны. Был ли у вас отпуск и ездили вы отдыхать за рубеж или отдыхали на территории Украины? Отдыхал на территории Украины, за рубеж, если честно, никуда и не хотелось. Ну, опять же, в первую очередь значение имеют люди, с которыми ты отдыхаешь, а не место. Ну, лично мое мнение. Поэтому, за рубеж не ездил, отпуска как такового. Больше можно говорить о каком-то свободном времени, нежели отпуске, потому что, в колледже у нас отпуск это лето, получается, когда все студенты на каникулах. На работу я устроился летом, но график был не слишком плотный, поэтому успевал и отдохнуть и поработать. На отпуск еще не наработал, так как только устроился. Понятно. А чем вы занимались за день до начала войны? До начала войны у меня был самый обычный день, обычный рабочий день, это была среда. Я поехал на работу в Дергачи, мы готовили постепенно выпуск к сдаче его в печать. То бишь на следующий день мы отправляем в четверг макет на печать, и на этом рабочая неделя заканчивается. Таким образом, я поехал на работу, где мы поработали, были очень довольны, так как в принципе успевали, материал был практически готов. На следующий день нужно было его только лишний раз пересмотреть и сдать свою работу, грубо говоря. Потом встретился с девушкой, мы погуляли, зашли поужинать. Прошу прощения, заказали доставку еды домой, поужинали, легли спать. А есть ли у вас традиция отмечать праздник 23 февраля и отмечали ли вы его в этом году? Традиции отмечать подобные праздники у меня нету. Опять же, почему-то у нас принято связывать этот день с так называемым мужским днем. Однако это, с моей точки зрения, в корне не так. Это день советской армии, в которой я не служил, с которой причислять себя к которой не хочу. Тем более после 2013-2014 года. В общем, нет, традиции такой у меня нету. И данный праздник я праздником не считаю и не отмечаю его. А какие у вас планы были на 24 февраля 2022 года? На 24 февраля планы были самые обычные. Это закончить рабочую неделю, потом с кем-то вечером встретиться из друзей, прогуляться, пообщаться, отдохнуть. Ничего особенного. Это все-таки еще четверг, а не пятница. А как вы восприняли известие о начале войны и как вы об этом узнали? Узнал я о начале войны с того, что меня утром разбудили и сказали, началась война. Честно, я сразу даже не понял спросонья, что произошло. И сказал, жайте мне поспать, скоро на работу вставать. После того, как посмотрел на часы. Воспринял известие. А как можно принять такое известие? Собственно, я предполагал подобный ход событий, но не настолько близко. Это началось внезапно, и нужно было понимать, что с этим делать. То есть первым делом я позвонил
ну, вышел на связь с руководством, которое в этот момент находилось за границей. И спросил, что мне вообще делать, нужно ли выходить на работу. Не нужно. Мне сказали, что как началась война, какая работа, сидеть дома. И, соответственно, ну, первым делом, естественно, решил отправить свою девушку в более безопасное место к родителям в Днепропетровскую область. Ну, как-то я сразу понял, что война это война, и нужно что-то делать, просто вообще не понимал, что делать от слова совсем. То есть какая-то растерянность присутствовала. А был ли у вас заранее собран тревожный рюкзак? И если да, то что вы в него положили? Тревожного рюкзака заранее у меня собрано не было. Собрал я его где-то в обед, как раз таки 24 числа. Положил вещи, ну, как мне кажется, первой необходимости, такие как дополнительные вещи, комплект, штаны, футболка, кофта, носки, нижнее белье, средства индивидуальной гигиены. И также продукты долгого хранения, такие как макароны, сыровяленая колбаса, хлеб, что еще? Ну, пожалуй, все. Это все, что я смог вспомнить. А как изменилась ваша жизнь после 24 февраля 2022 года? Ну, жизнь изменилась кардинально, я думаю, как и у многих. Не то, что в городе, в стране, в принципе. Ну, во-первых, это отсутствие работы, то есть нарушение сразу определенного режима, то есть, ну, сидишь весь день, читаешь новости. Ну, первые дни сидели, все читали новости, чтобы понимать, что делать, куда двигаться, чем заниматься и так далее. Потом этот режим напрочь сбился, ты начинаешь искать, чем себя отвлечь от этой ситуации. Ну, в основном смотришь фильмы, общаешься по телефону со знакомыми, всех отзваниваешь, пытаешься узнать, как у них дела, выходят ли они, ну, вышли ли они на связь, вообще живы ли они, здоровы. И все в подобном духе. Но постепенно начинаешь много спать, много есть, ну, опять же, нервы, переживаешь, не знаешь, что делать. Ну, режим сбивается напрочь полностью, не понимаешь, что делать. Ну и так, наверное, продолжалось, пока не получилось занять себя волонтерской деятельностью. А поменялись ли ваши сны после 24 февраля? Ну, скорее да, чем нет. Ну, я из тех людей, кто слабо помнит сны, которые снятся ночью уже через буквально полчаса-час после пробуждения. Ну, появились определенно тревожные сны, скорее всего, связанные с войной, с постоянными обстрелами города из артиллерии. Ну, смысл их я передать не могу. Ну, опять же, это не критично, то есть они появились, скорее всего, вот, наполненные таким смыслом, но не постоянно, не каждый день, время от времени, раз в неделю, чуть реже, чуть чаще, вот в таком ключе. А насколько сильно поменялся ваш распорядок дня с начала войны и на сегодняшний момент? И чем вы обычно занимались в течение всего дня? Ну, как я сказал, в начале войны я сидел дома, собственно, ну, выходил в магазин,
за продуктами, смотрел новости. Ну, как такового режима распорядка не было, то есть он был сбит. Ложился там в разное время суток, просыпался в разное время суток. Потом, как я уже говорил, когда начал заниматься волонтерской деятельностью, уже режим наладился определенным образом, то есть есть четкое понимание того, во сколько нужно проснуться, во сколько нужно поехать загрузиться, сколько времени занимает работа, во сколько нужно лечь спать, когда нужно успеть покушать, там, встретиться со знакомыми, либо созвониться со знакомыми. Уже есть более четкое понимание рабочего времени и времени, которое можно уделить себе. Ну, как бы ситуация, слава богу, поменялась в лучшую сторону, есть чем заняться. Мы развозим гуманитарную помощь жителям Харькова. И, соответственно, таким образом пытаемся хоть немножко поменять ситуацию в городе. А для себя вы нашли удовлетворение в том занятии, которым сейчас занимаетесь, и насколько вы считаете, вы помогаете общине Харькова своими действиями? Ну как, ну, скорее нашел, чем не нашел. Опять же, мне это в большей степени нравится. Ну, мне кажется, общине Харькова помогаем минимально, потому что эту гуманитарную помощь мы просто разводим. Мне как бы с одной стороны мы помогаем меньше, чем ряд людей в лице организаторов вот этих вот всех волонтерских фондов и так далее, теробороны, военных, естественно, и так далее. Ну, а с другой стороны, естественно, многим больше, чем люди, которые не хотят ничем заниматься и просто сидят и чего-то ждут. Даже те люди, у которых есть возможность что-то изменить. То есть, ну, выполняем задачи себе посильные и как можем, так и помогаем городу. Ну, скорее его жителям, нежели городу. В первую очередь жителям, конечно. А поменялось ли у вас восприятие пространства за время войны? Ну, в первые дни, до того, как я начал заниматься волонтерством, поменялось кардинально, резко. То есть не то, что поменялось, скорее оно пропало. То есть, ну, дни перетекали в недели, часы, в дни. Ну, не было четкого понимания времени. Когда нет режима, понимание времени как такового, оно пропадает, скорее всего, потому что тебе некуда спешить, нечем заниматься и делать, собственно говоря, в принципе нечего. А сейчас оно вернулось, ну, наверное, к такому же состоянию, как было и до начала войны, как было всю жизнь. Больше, наверное, ничего добавить. На данный момент идет уже 69-й день войны. Были ли у вас за все это время позитивные моменты в жизни? Ну, слава богу, были. Это встреча с моими друзьями, знакомыми, это разговоры с родственниками, естественно, это приятные новости по течению войны. Опять же, мы очень сильно обрадовались, когда наконец-то над нашим городом перестали летать самолеты и сбрасывать на нас авиабомбы. Да, были многие позитивные моменты, но, знаете, некоторые из них было бы до войны назвать позитивными. То есть они были приятными,
но считались какими-то более обыденными. И после начала войны ты уже таким каким-то, казалось бы, простым вещам, присущим обычной мирной жизни, уже придаешь совершенно другое значение. И они несут тебе определенную радость. И ну, как-то в таком роде. Ну, каких-то приятных новостей, но очень было приятно, когда выплатили долг по зарплате. Ну, не то, что приятно, но я понимаю, что ну, хотя бы какое-то время могу себя обеспечивать. Ну, было очень приятно встретить своего друга, с которым я давно не виделся, с которым мы сейчас развозим гуманитарную помощь, который, собственно, позвал меня сотрудничать с организацией, той, в которой мы сейчас работаем. Ну, я же говорю, каких-то прям приятных, ну, больше позитивных, нежели приятных. Ну, было очень приятно узнать о увеличенных поставках вооружения, о помощи всего мира Украине. Очень приятно было узнать об деоккупации сел вокруг города Харькова, о том, что линия фронта все-таки немножко отодвинулась. Вот больше какие-то, ну, такие вещи подобного рода. А какое у вас самое значимое и любимое место в Харькове? Ну, любимых мест у меня несколько, но если брать самое любимое, это, естественно, Саржен Яр, который находится в районе Павлова поля, недалеко от того места, где я жил, где я вырос, где у меня очень много друзей, знакомых. Очень приятное место, такой, если можно так сказать, клочок природы в городских джунглях. Парк стал намного лучше после его недавней реконструкции. Ну, не то, что лучше, более комфортно. То есть облагородили ту часть парка, которая была заброшена, поставили туалеты, улучшили спортивную площадку, сделали больше места для размещения себя в этом парке, поставили лавочки, кресла, даже что-то наподобие таких лежанок. Ну, в общем, вот это самое любимое место. Ну, также мне нравится парк Шевченко, парк Стрелка. Ну, я больше люблю вот именно парки, нежели что-то другое. То есть гулять по ним, дышать свежим воздухом, общаться с людьми. Нечто такое. Если брать заведения какие-то, то, ну, любимое мое заведение, не знаю, это ресторан Тиамо возле университета. Это, ну, не знаю, рестораны Макдональдс, если можно так сказать. Ну, там, где, если ты голодный, можно зайти, быстренько перекусить и отправиться дальше по своим делам. А есть ли у вас на данный момент возможность посещать свои любимые места? На данный момент возможности такой нету. Вот буквально на днях было несколько прилетов в Саржен Яр. То есть, мне кажется, находиться там сейчас не то чтобы особо безопасно. Ну и как-то подвергать себя лишний раз опасности просто для того, чтобы выйти прогуляться. Ну, мне кажется, с этим можно подождать до окончания войны. Ну, скажем так, возможность нет, но нету в этом необходимости. Даже если есть желание, лучше все-таки подумать о своей безопасности, о безопасности окружающих. А в этом году как бы вам хотелось отпраздновать свой день рождения и в каком месте?
В этом году я хотел бы, скорее всего, отпраздновать свой день рождения, э, так же, как и прошлое, выйти в лес, наварить там каши, нажарить мясо, посидеть с друзьями, ну, отдохнуть, в общем, на природе. То есть, ну, это мой день рождения 11 сентября, это ранняя осень, еще тепло, на улице очень хорошо. Ну, скорее всего, я предполагаю, что хотелось бы этого. Хотя на самом деле, как я хочу провести свое день рождения, я понимаю только на его, скажем так, подходе буквально там за неделю, за две, может вообще там дня за два, за три. Обычно по обстоятельствам. Как захотелось, так и отмечаю. Заранее я этого не планирую. А думали ли вы о переезде из Харькова в более безопасное место? О переезде из Харькова я не думал в принципе. Я пока ничем не занимался, сидел дома, все-таки предполагал, что моя помощь может понадобиться в том или ином виде жителям города. О переезде вообще не думал. Не собирался никуда ехать принципиально, хотя возможность была. У нас есть родственники как в Харьковской области, где было значительно тише, так и в Западной Украине, которые тоже звонили, приглашали в гости. Знакомые отца предлагали ему вообще ключи от дома, где-то на Западной. Знакомые из Полтавы звали себе в гости. Было очень много вариантов, но выезжать из города я не собирался от слова совсем. А ваша семья, знакомые харьковчане, соседи уехали из Харькова или остались в городе? Ну, некоторые уехали, большинство все-таки осталось. Вы с ними продолжаете общаться? Да, конечно, продолжаю общаться либо в телефонном режиме, либо при личной встрече, если есть такая возможность. Ну, конечно, в текущей ситуации, когда есть возможность увидеться, то я считаю лучше увидеться. Если такой возможности нету, то тогда уже созваниваемся по телефону. Ну и, как вы понимаете, с людьми, которые выехали, общаемся только по телефону. А обычно на какие тематики вы с ними общаетесь? Что для вас при общении с ними важно? Да, ну, важно просто, ну, как бы услышать человека, с ним пообщаться. Общаемся, ну, о чем общаемся? В основном там о ходе войны, о там, настроении, планах. Ну, ни о чем-то конкретном, если нет надобности. Ну, когда общаешься по какому-то делу, то, соответственно, уже общаешься по делу. А какое отношение у вас к переселенцам внутри Украины? Ну, как, отношение у меня нейтральное. Как бы я считаю, что даже скорее больше позитивное, что если человеку нечем себя занять, да, если мы берем в Харькове, например, то зачем ему тут сидеть, себя подвергать лишний раз опасности, или если он может быть намного полезнее, если выйдет за пределы города, то, соответственно, та же ситуация, почему ему тут нужно сидеть. Тем более, люди, когда выезжают, дают больше возможностей военным, по крайней мере, об этом они сообщают и просят всех людей, кому есть куда выехать, все-таки выезжать. Ну, такое вот нейтрально-положительное, я бы сказал. А какое отношение к украинцам, которые выехали за рубеж? Ну, к украинцам, выехавшим за рубеж, отношение, ну, примерно такое же. Ну, опять же, разные новости доходят. Очень приятно, когда узнаешь, что люди, выехавшие за границу, начинают пытаться помочь своей стране уже оттуда, то есть пытаются наладить какую-то поставку, либо материальную помощь.
помочь своим близким, друзьям, знакомым, либо поддержать какие-то волонтерские организации. Ну, с другой стороны, очень неприятно, когда, конечно, приходят новости о, скажем так, не совсем корректном поведении наших беженцев. Ну, так всегда было, люди совершенно разные. Снова же таки, кому здесь нечего делать, и люди, если чувствуют себя там намного безопаснее, то так, я считаю, будет намного лучше. А как вы считаете, вернутся беженцы назад в Украину после окончания боевых действий? Ну, я думаю, вернутся те, кто видит себя здесь, кто не успеет себя занять чем-то за рубежом. Тут, ну, опять же, у кого-то какие-то личные побуждения, считаю, кто-то уже давно хотел выехать за границу, возможно, но у него не было возможности. Сейчас он получил такую возможность, к сожалению, в свете вот тех событий, которые мы наблюдаем. Кто-то, наоборот, никогда не хотел выезжать, но пришлось, там, не дай бог, кто-то потерял жилье, пострадал в результате ведения боевых действий. Хотя боевыми действиями это сложно назвать, это скорее террористические акты. Ну, у людей совершенно разные ситуации, кто-то останется, кто-то вернется. Я все-таки надеюсь, что люди будут возвращаться, и опять же не просто возвращаться, а возвращаться с какой-то целью, с какими-то идеями, для того, чтобы восстанавливать нашу страну. А что для вас сейчас есть самой большой ценностью, и изменились ли эти ценности в свете последних событий? Самой большой ценностью, наверное, на текущий день является просыпаться утром и понимать, что, ну, по крайней мере, все намного лучше, чем могло бы быть, что мы еще живы, здоровы, со знакомыми, друзьями, все в порядке, и продолжать свою деятельность. Вот как-то в таком ключе. А о чем на сегодняшний день вы мечтаете? Ну, мечтаю, естественно, в первую очередь об окончании войны, о безоговорочной победе в борьбе Украины против российского нашествия, вот такого вот вероломного и, на самом деле, ну, неожиданного. Ну, окончание войны. Больше всего, я думаю, и я, и все окружающие ждут окончания войны. А что вы сделаете в первую очередь после окончания войны? После окончания войны я встречусь со всеми, с кем не мог встретиться во время войны. Да, хочу встретиться со знакомыми, с друзьями, пообщаться, посидеть в любимом заведении. На самом деле, в любом заведении выйти, просто погулять и наконец-то понять, что все закончилось. А что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Ну, с той поддержкой, которую нам сейчас предоставляют другие страны, я думаю, Украину ждет довольно перспективное будущее, даже несмотря на все разрушения, на весь полученный ущерб. Я думаю, мы сможем все восстановить. Но, опять же таки, если средства будут направлены и скажем так, не направлены, а если средства будут израсходованы в рамках тех целей, на которые они были направлены. То есть, надеюсь, что проблема с коррупцией будет все-таки решена. Ну, в таком случае, мне кажется, нас ждет прекрасное, светлое будущее. А ваши какие планы на будущее? Мои планы на будущее – это, скорее всего, возобновить
свою деятельность в газете и работать со своей командой, может, в каких-то проектах по восстановлению Харькова и Харьковской области, если будут такие проекты. Хочется вернуться к обычной жизни. Большое вам спасибо за интервью. Желаю вам мирного неба, чтобы быстрее закончилась война. Вам удачи. Слава Украине! Спасибо. Героям слава!